Привет! Сегодня расскажу историю о том, как я знала, что будет пандемия за 2 года до пандемии. Не потому, что я такая умная, а потому, что нам сказали на работе. Но история будет длинная, сложная сегодня, про работу будет серьезная, потому что история намного длиннее, чем... нам просто позвонили и сказали, будет пандемия. Пока. Вот. Буду рассказывать про Amazon, про Alibaba, Reuters, Dow Jones, Vogue, про роботов, про дроны, про то, почему я не люблю, терпеть не могу Марину Могилка. Блядь, спойлер, почему она пиздит о том, что она не знает. Поехали. Пандемия, как вы помните, началась официально в марте 2020 года. Но первые звоночки, они пришли в 2018 году. Летом. Но даже не о ней, а длинная история. Летом 2018 года я работала на свою первую большую страшную индусскую компанию. И после того, что я сейчас расскажу, я абсолютно точно поняла, что нужно сейчас ебашить, так как я никогда в жизни не ебашила, потому что сейчас будет такой пиздец в мире твориться, что нужно сейчас всеми зубами, руками и ногами делать все, что я могу, чтобы не сдохнуть, когда этот пиздец настанет. Огромная часть работы компании, в которой я работала, было анализировать рынок. Компания была огромная, 16 миллиардов долларов в год, 300 тысяч человек. И они занимаются аутсорсингом, индусами. Но это была компания, которая не давала тебе одного или двух индусов, если ты захочешь. В этой компании мне начальник говорил свои знаменитые слова: «Нина, если ты мне еще хоть раз позвонишь со сделкой меньше 5 миллионов, ты уволена». Потому что они делали только сделки на 50 миллионов, это был минимум, 70, 80, 100, 200, и, может, там раз в пару лет чуть-чуть больше. Огромные-огромные сделки с огромным количеством людей по всему миру, в основном индусам. Поэтому для них очень часто важная часть их бизнеса было понимать, что будет завтра, во что им вкладывать свои деньги и во что им вкладывать свои ресурсы. Например, у этой компании был свой университет в Индии, и они открывали еще один в Америке. Потому что их бизнес построен на технических людях, на всяких разных программистах. И для того, чтобы понимать, то есть они в бизнесе уже лет, наверное, 40-50. Со временем, наверное, лет 30 назад, они уже очень хорошо поняли, что когда на рынке нету специалистов с теми скиллами, которые нужны клиентам американским, то у них нету бизнеса. Поэтому они решили тренировать сами своих людей. И каждый божий день сидит, я не знаю, сколько тысяч человек, которые занимаются просто ресерчем по рынку всего. Какой бизнес мы будем делать завтра, послезавтра, во что вкладывать, во что не вкладывать деньги. Заодно кому что продавать, куда движутся все технологии, какие технологии будут важны послезавтра. Эту информацию они делали для себя, для своей компании, и такую же информацию мы иногда продавали клиентам, иногда просто подсказывали, если клиент хороший и большой, то мы им бесплатно могли такое рассказать, все секреты, что мы знаем. Другой приведу пример. За пару лет до того, как я пришла, даже не так, в 2010-м, например, они делали очень много бизнеса с авиалиниями, потому что авиалинии, кто помнит, кто часто летал до 2010 года, я просто не летала. Там все у тебя было на листике, на бумажечке, все было механически, там чуть ли не в журнал записывали на листике бумаги, кто летит в этом самолете. А потом херак, у них началась цифровая трансформация, и им всем срочно нужны были люди в Индии, чтобы срочно наделать всяких классных логистических систем, чтобы не терялся багаж, а чтобы самолеты правильно летали, и чтобы все во всем мире знали, на какой самолет ты сел, если что, чтобы тебя не потерять. Но потом, по результатам своего ресерч-анализа, они посмотрели, что там сейчас будет пиздец с авиалиниями, там законы всякие меняются, цены на топливо повышаются, у Боинга скоро будут проблемы. И они такие... то есть у них не было прям такой информации, что вот прямо сейчас, завтра акции Боинга упадут на 30%, нужно срочно зашортить. Но у них было достаточно информации, чтобы закрыть полностью свой авиационный департамент. Департамент, который отвечал за то, чтобы продавать индусов в авиационные компании в Америке. Потому что они такие, там сейчас будет жопа. И вот это, собственно, главная цель этого всего ресерча. Где будет жопа, а где будет какой-то рост.
Когда я там работала, я отвечала за клиентов на именно рынке информации. Это было тоже охуенно интересно. То есть мы продавали индусов и охотились за такими компаниями, как Thomson Reuters, это которые новости делают, Dow Jones, у которых финансовый индекс, и они делают финансовую информацию. Сейчас расскажу. New York Times и всякие журналы, публикации, вот кто именно торгует информацией, кто торгует цифрами и буквами в больших-больших количествах. И мы делали сервисы типа прямо под них, потому что у таких компаний очень будут отличаться, что им нужно в IT, например, от компании, у которой есть сеть магазинов, да, то есть там все по-разному. Было очень интересно видеть. Вот скажите, ChatGPT и чат-боты, они же такие официально появились в свободном доступе для нас с вами буквально, 2 года назад, наверное, да, там 2,5, там 2022, наверное. А это в 2018-м я увидела, что вот эти все компании уже лет 10-20, у них все работает автоматически. То есть оказалось, что большинство новостей, которые мы с вами читаем, вот эти новости-летучки, знаете, самолет только что упал, где там недавно упал, в Индии. И у тебя тут же в этой новости написано: самолет Boeing такой-то модели упал только что в Индии. Это 28-я авиакатастрофа в этом месяце, 35-я в этом году, из них 17 был вовлечен Boeing, 18 Airbus, а вот что сказал президент этой страны, а вот что сказал президент этой страны. Вот эта вся херня уже давным-давно делается автоматически. Вот прям лет 20. То есть у больших компаний, у кого много денег, для кого это жизненно важные функции для бизнеса, у них давно уже все есть. Было очень интересно смотреть, как эти компании, которые торгуют условной информацией, разделяют бизнес. Я к этому еще приведу, но я раньше думала, что большие компании между собой конкурируют. Оказалось, что они, наоборот, очень хорошо договариваются, чтобы и тем было хорошо. Вот, например, Reuters делает только новости. Они делают политику, войны, экономику и такие срочные события, которые только что произошли. А потом разворачиваются и дают вот эту же информацию в Dow Jones. То есть Reuters есть не только новости, которые мы с вами читаем, у них есть очень много корпоративных подписок, контрактов вот с такой компанией, как Dow Jones, например, потому что Dow Jones берет все эти события и анализирует, тоже там 1000 лет назад уже все было настроено, все делается автоматически. Как это теперь повлияет на рынок? И Dow Jones тоже публикует новости, но еще за очень много денег другие компании у них покупают вот такой ежедневный, ежесекундный, ежеминутный ресерч на все, что происходит сейчас в мире и как это будет влиять именно на акции, на рынок акций, на целые индустрии, на целые направления. Что самолеты, которые там падают где-то, что именно сейчас упадет в акциях и как дальше там будет развиваться, чтобы ты, если у тебя даже не просто свой бизнес, ты работаешь в огромных корпорациях, тебе нужно принимать какие-то решения в эту сторону, чтобы ты мог на основе этого принимать решения. Вот было очень интересно, я не знала, что они прям так делятся. Могли бы уже давно, да, там типа ссориться, и те могли бы и то делать. Они такие: нет, вы делаете вот это, мы делаем вот это. И все. И вот Reuters продает информацию по новостям в мире: политика, войны, происшествия. Dow Jones продает финансовую информацию, они тоже делают, там много чего автоматизировано, но они делают всякие ресерч, тоже исследования. Для себя они делают такой же ресерч, чтобы самим понимать, во что им вкладывать денежку и свои усилия. И эту же информацию они продают остальным. То есть вот такие, оказывается, есть круги информации, которые ресерча, всяких прогнозов и анализов, которые большие компании друг дружке все делают. Все знают одно и то же. Оказывается, особенно там сильно что-то скрывать не имеет смысла. А моя компания «Злостно-индусская», мы делали вот такой же ресерч, но только в плане людей. Так как наш бизнес и наш продукт – это люди. Люди, которые что-то умеют, у них есть руки и ноги, и они этими руками программируют, пишут, создают, дизайнят, на звонки отвечают. Вот. Поэтому все наши исследования были по всем людям в мире. Всем людям в мире в IT. Вот. Каждую неделю приходил какой-нибудь репорт. Если они были несрочные, то там просто тебе в теле письма пишут, что вот в этом репорте
вот это произошло, вот это и вот это. Вот мне лично за тех клиентов, за которых я отвечала, мне присылали репорт именно под моих клиентов. Вот все, что мне нужно знать по новостям про вот этих клиентов. Но когда было что-то более важное, нас команда называется R&D, Research and Development. Вот нас компания аналистов из R&D всех собирали на звонок. Когда прям что-то большое, серьезное происходило, они такие, блядь, чтобы мы точно знали, что вы все услышали, чтобы вы нам потом не говорили, что мы вам там что-то не сказали. Потому что репорты иногда присылают на 2 странички, иногда на 50. Ну, честно, их никто их никто не читает. Они у тебя сидят в твоем Outlook'е, в твоей почте, что когда тебе что-то понадобится, ты в него залезешь, ты его там найдешь. Ну, и они как бы так и построены. Например, еще один интересный пример, как аналисты моей компании приняли очень прикольное решение, которое компания, в которой я работала 2 года позже, этого не увидела и попала на 200 миллионов. Короче, вы же все знаете про Cloud, да, и мне кажется, в 2025 году мы все как юзеры очень классно познакомились с тем, что такое память у тебя в телефоне. Да, у каждого на сегодняшний момент заканчивалась просто тупо память на телефоне, тебе нужно удалять свои же фоточки. У тебя есть какие-то подписки каким-то клаудом от Гугла, от Apple, от Samsung, которые тоже заканчиваются. И ты сидишь, принимаешь, то есть это стало большой частью каждой жизни нашей с вами. Какие фотографии, видео, там, записи тебе важны, какие ты хочешь сохранить, и сколько это стоит. Это начинает стоить каких-то денег. Там какой-то subscription, а там столько места, а там оно закончится. А тут, можно же купить себе внешнюю карту памяти или блок памяти, на нее все сохранить, стоит все $50, один раз платишь. А вдруг ты его потеряешь, а вдруг он сгорит, а вдруг он сломается. Это действительно сложное решение, которое мы с вами, как каждый человек, принимаем про свою информацию, которую мы храним. А теперь представьте, что вы в ответе за фоточки и видео всех людей в вашем доме, например, многоэтажном. Это же с ума сойти можно. А теперь представьте, что огромные компании, которые торгуют информацией, у которых и фото, и видео, и текста, и цифр, там просто, я не знаю, в каких она измеряется, в терабайтах, или какое самое большое слово? Много. Очень много. И хранить ее огромная проблема. Уже для всех, уже очень давно. Это ничего не новое. Но в где-то 2016-2017 году Amazon вложил дохуище денег, и они придумали очень-очень умное. Короче, они пошли... У Amazon же тоже есть клауд. Кто разбирается, не разбирается. Вот для больших компаний, вообще для бизнесов, есть у Amazon клауд, есть у Google, есть у Microsoft. Вот эти такие 3 самые главные провайдера. И в какое-то время, вот в 2016-2017 году, у них началась огромнейшая война между собой. Потому что принцип везде одинаковый, да, хранить всю свою информацию у нас, нет у нас. Типа все, вот тебе и весь компетишн на этом рынке. Поэтому вот Google решил сконцентрироваться на маленьких бизнесах и стартапах. Они такие, ты заходишь к нам на клауд, у тебя там твоя информация, и там у нас еще гугловская версия и PowerPoint, и Word, и все там есть, все вместе. И они пошли за маленькими компаниями. Microsoft что-то сидел, тупил, ничего не делал. А Amazon такой, сейчас нужно срочно идти воевать. Бабки у нас есть. И они пошли, наняли всех самых умных людей в мире. Вот помните, когда раньше ходили слухи там, в 2000-х, как Google нанимал на работу, что они там отбирали чуть ли не... Входили по улицам просто и там типа складывай пазл, там они вычисляли всех самых гениев по всему миру. В каждой школе, в каждой деревне, в больших городах, в маленьких они выискали. Amazon действительно выискал всех самых умных людей в 2016-2017 году, посадил их и такой, думайте что-то, быстро что-то думайте про клауд. Информации у всех много. Клиенты у нас у всех большие, типа Fortune 1000, самые большие компании в мире. Мы знаем, что у них много фоточек и видео и текста. Их с каждым днем становится только больше. Думайте. И они придумали. Они столько всего дохуя придумали. Там и очень-очень сложного технического, такого, что даже я не понимаю. Даже я не понимаю. Но вот что они придумали. Такую одну самую главную классную штуку, которая является абсолютно гениальной,
Но моя компания злостных индусов приняла решение не трогать ее вообще. А другая компания впрыгнула на этот тренд, на этот хайп и попала на 200 миллионов. Вот. Они придумали вот какую штуку. Короче, если ты какая-то международная компания, и тебе нужно в каждых разных странах хранить всякие данные, даже там включая данные своих сотрудников, их какие-то банковские счета, адреса, и клиентские данные, и цифры, и деньги, и все на свете. Вот в каждой стране тебе это нужно хранить отдельно. А теперь, если ты компания, у которой очень много действительно фото и видео и всего на свете, которые они еще туда-сюда пересылают постоянно, такие как, например, стриминговая компания. Если ты хочешь смотреть один и тот же Netflix в разных странах, это значит, что кто-то куда-то должен, условно, позвонить. Эти все проводки должны друг дружке позвонить и выдать тебе в твой ноут сериальчик, который сидит на какой-то железяке. Но так как информации по всему миру много, хранить ее надо, компании, которые берут с тебя аренду за эти железяки, они берут ее как за квадратный метр условно. То есть там за терабайты, за килобайты и за сколько ты этой информации там хранишь. Оказалось, что эти сильно умные чуваки в Амазоне посидели, поняли, что есть такая проблема у многих клиентов. Что ты в обычный день хранишь там 3 фоточки, но вот раз в неделю или только в 6 вечера с понедельника по четверг тебе внезапно нужно, чтобы этот краник очень сильно открывался сильно. Вот из серии там, а только что все проснулись в Японии и начали в Японии Netflix смотреть. Или там, все вернулись с работы. То есть есть такие пиковые часы. И ты ради этих пиковых часов должен покупать железяки, чтобы краник открывался наш вот столько много-много-много трафика, что все японцы сели смотреть Netflix. Но японцы легли спать, и все, и трафик закончился. То есть они смотрят там 3 часа в день, допустим, очень активно, а остальные 21 час ты все равно платишь за тот краник, который открывается на огромное количество даты. И, они в Амазоне придумали алгоритм очень охуенный, который позволяет Амазону расширять твой вот этот краник только тогда, когда людям нужно позвонить на твою железяку с твоей информацией. Называется serverless infrastructure. Типа инфраструктура без серверов. Конечно же, она, с серверами. Но теперь вместо того, чтобы у тебя хранилось что-то только здесь, на этой железяке, оно теперь хранится на какой-то вообще суперсекретной железяке. И краник открывается в зависимости от того, в какой стране просыпаются люди во сколько. Гениальнейшая, там сложнейшая хуетень. Очень нужная всем. Там все абсолютно охуели, потому что это каждой компании действительно экономила бы миллионы, миллиарды долларов на аренде железяк по всему миру. Но мои индусы сказали: вот эту хуйню не трогайте, вообще близко к ней не подходите. Клиентам всем говорите: нет, мы с этим не работаем. Им никто сильно много вопросов не задает, сказали: нет и нет, похуй, им там есть что еще продавать. Потому что они поняли, что все самые умные люди уже работают в Амазоне, и вот они вот эту хуйню придумали. А никто другой в мире не знает, как эта хуйня работает. Поэтому, если у тебя какой-то клиент попросит: ой, а внедрите мне, пожалуйста, вот эту охуенную штуку от Амазона, потому что Амазон сам тоже они говорят: мы придумали, вы вот идите делайте, вот так нужно делать. То есть у них есть инструкция, это за деньги, конечно, все за очень большие деньги. Как там все работает, как это настроить. Но оно такое пиздецки сложное, что в нем 5 лет нужно сидеть разбираться. И если тебе клиент попросит, чтобы ты ему поставил вот кому-то, как Dow Jones, допустим, или Thomson Reuters, они попросят человек 200-300. Найди сейчас в мире 200-300 человек, которые вот эту хуйню знают, которые мы с вами в первый раз, может, вы умнее, чем я. Нету таких людей просто в мире. И поэтому компания сказала: вообще не трогайте, потому что таких специалистов, которые в этой хуйне разбираются, в мире сейчас нету. Хорошо? Хорошо. Логично, да? Но компания, в которой я работала 2 года спустя, я вам уже рассказывала, у меня проект закончился там, и мне нужно было найти нового клиента в этой же компании. И единственный клиент, который у меня был, это клиент, у которого был с нами подписан контракт на $200 миллионов. Вот именно вот эту хуйню делать. Именно вот эту амазоновскую, сложную, непонятную делать хуйню.
Она гениальная, она тебе позволяет расширять свою инфраструктуру по всему миру. И именно тот клиент был как раз вот идеальный клиент для этого. Почему они впрыгнули и на 200 миллионов вписались на это дело? Потому что они были стриминговая компания, они были только в Америке, они такие: мы хотим по всему миру, а мы не знаем, сколько это будет стоить. А, вот, Amazon наш теперь главный партнер, и мы нанимаем теперь вот эту компанию, чтобы они нам это все сделали, все подписали, объявили во всех новостях, у них там акции выросли, что все, они сейчас будут по всему миру показывать свой телек. И что оказалось? Когда я пришла на этот проект 2 года спустя, после того, как контракт был подписан, ни одного человека не было нанято. Ни одного. Просто потому, что их в природе не существует. Это был очень длинный сегвей про то, какие умные чуваки сидели именно в этой индусской компании, и что им точно можно было доверять. Поэтому один прекрасный день нас их вызвали на звонок. Было очень важное объявление. На этот звонок мы все пришли с удовольствием. У нас там такое расписание было у всех идиотское. У тебя по 20 звонков в день в буквальном смысле. Они все друг на дружке, поэтому ты сидишь одним ухом на одном звонке, другим ухом на втором звонке, а третьим на телефоне смотришь транскрипцию звонка третьего, потому что тебе ничего из этого нельзя пропустить. Тебе просто еще рация нужна и 10 мониторов. А на этот звонок мы пришли и отключились от всего остального, потому что если эти ребята говорят, что им нужно с нами поговорить, то значит, им нужно с нами поговорить. Они говорят: ребята, мы долго не будем тянуть время, через 1,5 года 300 миллионов человек останутся без работы. И объясняют, что наша компания в этом тоже виновата, как бы будет. Так как мы занимались я буду говорить мы, но на самом деле они. Конечно же, все это они делали много лет до того, как я туда пришла. И вообще даже узнала, что такие компании есть. Они занимались огромнейшей автоматизацией. Я вам, может, рассказывала, что мы приходили к CEO Thomson Reuters и говорили ему: чувак, сколько у тебя людей сейчас работает в Индии? Он говорил: там 10 тысяч. Мы говорим: а сколько ты им тратишь? Сколько ты на них тратишь? Сколько они тебе стоят? Он говорит: в год $40 миллионов. Там с офисами, страховками, всем на свете, сотрудники, телефоны, ноуты, вот вообще все вместе. Сколько тебе обходится иметь 10 тысяч человек в Индии? 40 миллионов. Мы говорим: хорошо, отдай их нам, мы у тебя сейчас купим. Хочешь? Тебе же нужны деньги в бюджете. Тебе там нужно что-то еще, наверное, модное, классное делать. Отдай нам просто индусов, это наши, мы короли Индии. Мы тебе сейчас вот в этом году дадим денег, то есть ты на них ничего не будешь тратить и еще в плюсе останешься. В следующем году ты нам заплатишь, сколько сейчас платишь? 40, в следующем году заплатишь нам 20, а год после этого 10, а потом все. Там 3 человека у тебя останется. Потому что мы делали огромнейшую автоматизацию, прям очень-очень огромных проектов. Таких, о которых, вот как пример, который я привела, что ChatGPT у нас с вами появился только сегодня, а у корпораций есть уже давно. И у них там давно столько много всего. Такое же, честно, нам с вами не особенно нужно на ежедневное пользование. Но там очень дохуя всего. И действительно, мы могли взять 10 тысяч человек и из них оставить 30. За пару лет, не сразу. И мы на этом все, эта компания заработала очень много денег. Но эта компания была не одна на рынке. Их топ-10 есть. Топ-10 главных огромных компаний. У них у всех по 200-300 тысяч человек. Что они покупают людей, продают людей, строят огромные команды. Там всех автоматизировали, теперь взяли этих всех, приставили на другой проект, тех нахер уволили, тех взяли. Плюс, когда компания американская большая не хочет, чтобы их имя появлялось в заголовках, потому что они уволили 10 тысяч человек, они используют эти индусские консалтинговые, в кавычках, компании, отдают людей им, а потом индусские компании их увольняют. Поэтому у тебя не будет такого, что там Walmart уволил 40 тысяч человек. Никто не узнает. Может быть такое, что Walmart подписал партнерское соглашение с консалтинговой компанией, которая поможет им улучшить будущее планеты.
Вот такой заголовок будет. Но между строк знающие люди прочитают, что ага, понятно, там сейчас много тысяч людей просто останутся ни с чем. И наши аналисты сказали, что вот этот весь большой бизнес, он начался плюс-минус одновременно. Говорит, мы посмотрели на все наши контракты, и мы посмотрели на контракты наших соперников. Потому что все это годами тречится. То есть если ты там соревнуешься за огромный кусок бизнеса с каким-то клиентом, понятное дело, что ты там не один. И понятное дело, что типа ты поставил ставку, типа пропозал сделал на это, другая компания третья, а тебе потом клиент говорит, что если они тебе не дают бизнес, они как бы должны из вежливости сказать, кому они дают этот бизнес. Поэтому все в индустрии знают, кто кому что делает, кто с какими клиентами работает. И они говорят, мы вот реально посчитали, что контракты все длятся 3, 5, 10 лет. Мы знаем, с какой скоростью эти все штуки автоматизируются. Мы знаем, сколько сотен тысяч людей по всему миру сейчас останутся без работы. И мы посчитали, у нас получается 300 миллионов. Что в начале 2020 года. И они говорят, это не будет там, типа, месяца за 3, за 4. Это были очень страшные новости, которые мы все очень долго обсуждали. Наши аналисты привели очень хороший пример, который я хочу привести вам, про то, как происходила автоматизация, когда люди пересаживались с лошадей на автомобили. Это такой классический, вообще уже типа клише, заезженный пример, когда кто-либо говорит про автоматизацию. То есть не было же такого, что все легли спать в конюшне с лошадьми, а потом так хуяк проснулись и все пересели на Бентли. То есть, там в Саудовской Арабии, может, они вчера с верблюда слезли, сегодня залезли в Астон Мартин, но верблюжьим говном от них до сих пор воняет. А вот тогда, когда с лошадей переходили на машины, это же происходило плавно, потихоньку. Кто-то там потихонечку комбайн какой-то купил, кто-то потихонечку, там у него еще осталась карета с лошадью, и он купил себе машину с мотором. Лошадь подохла, поехал на машине с мотором. Мотор поломался или колесо пробило, сел на карету с лошадью. И потихоньку, медленно и плавно весь бизнес лошадиный, он помирал. И были, конечно же, люди, которые говорили, фу, машины, это вообще богохульство. Я всю жизнь ездил на лошади, мой отец ездил на лошади, мой дед и прадед, все, лошади это навсегда. Они первые с голоду, конечно же, померли. А многие смогли подстроиться. Вот кто посмотрел и понял, что лошадь нужно мыть, что тачку нужно мыть. Вот у меня мойка. Теперь раньше лошадей мыли, теперь будем машины мыть. Что лошади нужно подковы делать, что машине нужно там забивать какие-то, не знаю, я не разбираюсь в машинах, колеса менять. Раньше лошадей ко мне приводили в сервисный центр, теперь машины будут привозить. И многие смогли перестроиться. Но вот эта ситуация была другая, потому что аналисты нам сказали, что реально это произойдет за 3-4 месяца. То есть все, что происходило медленно и незаметно, и люди, которые успевали подстраиваться, это как бы уже происходило какое-то количество времени. Достаточно длинное. Индустрии меняются, бизнесы закрываются, люди ищут новую работу. Но когда у тебя одновременно останется 300 миллионов людей без работы по всему миру, то они так быстро себе новую работу не найдут. Когда большая компания увольняет 1400 человек, программистов, то 1400 они найдут себе работу. Они уже, скорее всего, нашли. У них там к концу той же недели уже будет 3-4 разных оффера. До вот этих всех происшествий. Это все до пандемии. А 300 миллионов, что они будут делать? Так много открытых рабочих мест нету и не будет. Потому что все большие компании, которые нанимали их раньше, они им больше не нужны. 300 миллионов людей, которые пошли в школу, учить какое-то IT что-то, учились, работали, потом сами же себя автоматизировали, потому что они чаще всего не отстреливали, что они делают, но это было сделано все специально. Люди очень стратегически перекидывают с проекта на проект, дают такие маленькие кусочки работы, чтобы ты сам не знал, над чем ты работаешь, ты не видел большой картины. Но 300 миллионов человек сидели, сами себя автоматизировали свою же работу автоматизировали. И теперь они все останутся на улице. Никто не брался на себя предвидеть, как именно это будет происходить. Абсолютно точно было понятно, что какой-то пиздец будет. Обычно,
когда столько много людей остаются с пустым кармашком, начинаются войны, какие-то перевороты, начинаются скандалы. И, наверное, важнее всего будет сделать так, чтобы они между собой никто не общались, чтобы вот все эти 300 миллионов не поняли, что их всех одновременно уволили. Ну, короче, это был такой первый звонок. Это лето 2018 года, что вот в начале 2020 там будет какой-то огромнейший адский пиздец. Я тогда посидела, поняла, что так. В этой компании очень прикольно, спасибо, ребята, что вы мне рассказали. Я посмотрела, что я не понимаю, какое у меня там есть будущее, что сейчас будет мясо очень скоро, и мне нужно ебашить. Я перебежала в другую компанию за больше денег, и поэтому следующие 5 лет и всю пандемию, честно, у меня все было заебись. Но сейчас расскажу второй кусок, который был прямо, честно, разбил мою веру во все. Извините, я беру перерывы на перекур. Вторая часть этого приключения произошла в январе 2020 года, за 2 месяца до пандемии. Пандемия началась в марте, это январь. Я иду на конференцию, на ту же конференцию, где я нашла этого чувака со сделкой на 1,5 миллиарда. То есть я там сильно в конференции не участвовала, я вам говорила, я всю эту конференцию протусила на курилочке, стратегически. Но внутри я, конечно же, была. Конференция была дорогущая, страшно. Там билет стоил то ли 10, то ли 12 тысяч. Для того, чтобы туда кто попало, не ходил. Никто из своего кармана за это не платил. Нас всех отправили нашей компании по работе. Для нашей компании это тоже для всех было дорого. Но собрались только самые-самые. Эта конференция была... То есть я работала уже в следующей компании, где я отвечала не за там, Reuters и Dow Jones, а за клиентов в retail. Все магазины и весь шопинг. То есть все, что ты можешь купить, от молока до яиц, до дорогой сумки, до мебели, все, что продается и покупается из товаров. И конференция была вот для них, она была туда. Там показывали... Сначала пришли типа все, кто... показать, что они сделали, что они придумали, а потом был зал прямо именно с конференции, там, где люди выступали. В сам выставочный зал, там пришли какие-то и роботы, и хуёботы, и какие-то там гениальные эти штуки, системы, что у тебя на полке в супермаркете стоит там типа датчик веса, и когда кто-то что-то берет с полки, он там чуть ли не может опознавать тебя, ты кто, снимать с твоего же счета деньги тут же, а там робот на складе бежит уже за тем молоком, которое ты взял, чтобы поставить его обратно на полку. То есть, с одной стороны, конечно, плюс-минус такое, что мы с вами уже слышали. Идеи эти, да, они есть, в принципе, теоретически. Если бы кто-то нас с вами попросил, типа, ребята, придумайте какую-то суперклассную инновацию для супермаркета, у вас есть полчаса, вот вам $1 миллион. То мы бы с вами, наверное, такое же и придумали. Мы же даже не дураки. Но тут был прикол в том, что эти ребята, они сделали. Они построили бизнесы, которые работают. Что этот какой-то там датчик веса, какие-то сенсоры, их нужно сделать, заказать много, чтобы они стояли, чтобы они работали. Этих роботов тоже нужно из чего-то сделать. Какой-то им делать каркас, какие-то им батарейки, наверное, нужны. Эти роботы будут ломаться. То есть должны быть какие-то люди у тебя в компании, которые придут и их и починят, когда там на них кто-то что-то разольет, или зонтики им выдадут. То есть построили много вот таких прикольных солюшенов. И было очень прикольно на самой конференции, там, где выступали. Вот сейчас расскажу, почему. Прикольно, потому что я до сих пор, наверное, не понимаю, что это все произошло, и вы мне скажите, я сумасшедшая, у меня просто паранойя, и я слишком много начиталась теорий заговора, но, во-первых, сначала выходит... Возвращаясь к теме о том, что большие компании все реально работают вместе. Я не знаю, почему нам в новостях говорят, что они там все между собой соперничают, у них там гонки какие-то. Нет у них... ладно. Короче. Выходит чувак из Alibaba и чувак из UPS. Alibaba — это азиатская ритейл-компания, UPS — это американская, такая международная компания доставки. Они выходят вместе, перед всеми, а в зале сидят все, кто Macy's, Walmart, все такие же компании с этого же рынка. То есть, условно, их конкуренты, наверное, алибабины. Но Alibaba и UPS выходят и говорят, ребята,
Мы, весь год тестили всякие дроны и всякие роботы по доставке. И вот смотрите, что у нас получилось. Ни хера у нас, не получилось. Вот смотрите, у нас были там роботы, которые на колесиках ездят, делают доставку. Хуёво они работают. Ну, не прям так и говорят. Они работают хуёво. Тротуаров нигде нету, они ломаются, от них все шугаются, их вечно невозможно найти, они где-то застряют в каких-то лужах, и, не оно. А вот на дронах доставка прикольная. Если тебе там нужны срочные какие-то медикаменты, или просто хочешь, выебнуться еще быстрее, чтобы тебе не У нас просто в Нью-Йорке тогда уже была доставка в течение 2 часов с Амазона. Они такие: хули тебе стоять в трафике, ждать целые 2 часа свою доставку? Тебе может вот ее один дрон прислать за 15 минут. И ими можно управлять дистанционно, на пульте. Смотрите, как прикольно. Дроны классно, но они говорят, люди шугаются дронов. Что просто тупо люди боятся дронов. Всех дроны бесят. Говорит, наши дроны постоянно сбивают, мы на них уже вешали и логотипы, и UPS, и всего на свете, и предупреждали людей, которые там живут. Но когда люди видят, что над ними летит какой-то непонятный дрон, а еще не дай бог с какой-то коробочкой, или, с бутылочкой, или с пакетиком, то все такие: ой, блядь, это либо война, либо какие-то извращенцы снимают, что я голый хожу без трусов у себя на заднем дворе. И они такие: мы решаем, что дроны — это прикольная идея, но давайте, подумаем, если вы хотите делать дроны, давайте все вместе делать, потому что, там нужно их хорошо доработать. Во-первых, нужно скинуться на маркетинг, чтобы люди не шугались дронов, объявить всем, что, все, теперь в этой стране, в этих странах есть доставка дронов, не бойтесь их, как-то так. И тогда под них же можно еще целую индустрию открывать. Но это они же со сцены говорят. То есть, если там много компаний начнут делать доставку дронами, значит, они тоже будут ломаться, их нужно чинить, нужно будет нанимать людей, которые умеют ими управлять, а их нужно учить, нужно школу открыть. Что вы думаете? По результату, в течение этого года, не все согласились, но пару компаний согласились, такие: да, давайте попробуем. Скинулись на маркетинг, скинулись на производство еще дронов еще лучше, еще круче, дешевле, чтобы больше людей себе их покупали. Но, они скинулись на маркетинг и решили, что самый классный для них будет маркетинг — это через инфлюенсеров, которые занимаются экстремальными видами спорта. Вот те же ребята, которые с GoPro снимают, как там они на доске с какой-то заснеженной горы прыгают в обрыв. Те, кто с парашютами, с самолетов под водой, вот эти, сумасшедшие, бессмертные люди. И они решили запартнериться всеми, заплатили им всем денег, и началось очень много, вы даже сейчас, наверное, вспомните, один момент, реально было очень много видео, снятое с дронов. Дроны внезапно стали дешевыми. То есть, это было сделано специально и сознательно, чтобы нам все с вами понравились дроны. Где сейчас дроны? Нигде. Никому пусть нахер не нужны дроны. Дроны закончились. Но было очень прикольно видеть, что просто... Вот для чего конференция, оказывается, есть. Там реально что-то решают, делятся какой-то информацией, договариваются и что-то делают. А вдруг бы сработало, да? Сейчас у нас действительно была бы по всему миру доставка дронами. А ее нету. Потому что мы с вами сами не захотели. Ой, потом выходит страшная тетя, которая сломала мне всю психику. Тетя... Очень важная тетка в маркетинге, не скажу какой компании, страшно. Компания, которая очень-очень серьезно всем задает тон по маркетингу в продажах. В продажах именно бытовых продуктов. Все, что ты покупаешь каждый день. Того, чего люди покупают в мире больше всего. Моющих средств, туалетных бумаг, еды, одежды, средств для дома, декора. Все, что действительно все покупают. Нету человека, который не покупает себе еду. Другой вопрос, что там какую. В магазин заходишь, там молока, 5 разных видов, 12 уже, наверное. Но по факту молоко все покупают. Она выходит, ей очень сильно аплодируют. Я не знала вообще, кто она такая, что она такая бывает. Но очень важная тетя в очень важном маркетинговом департаменте, очень важной компании. Говорит, так, давайте подведем итоги, что у нас с вами получилось хорошо, а что не очень за последние пару лет. И говорит, так, у нас очень охуенно получилось сделать health and wellness. Помните, когда всех вжарило по здоровью? Как раз за пару лет до пандемии, да, то есть это январь 2020 года, 2018, 2019,
Я не сложила как-то 2 и 2 вместе, но реально было все фитоняшки. Она говорит, мы очень классно напродавали, что там, розовых топиков, лосинчиков, гантелек, все пошли в джим, все купили кепки, все купили спирулину, добавки и всякие гигиенические средства. Все стали типа супер-мега фитоняшки. Это у нас получилось охуенно. Типа health and wellness зашло вообще только так. Блендеры, ингредиенты для смузи, продали, молодцы. И у нас классно получилось напродавать всяким жиробасом. Бодипозитив. Раньше жиробасы сидели грустные, скучные, никто ничего не покупал, кроме еды. А теперь они сидят жирные, но довольные, они сидят с ресницами, они покупают себе косметику, крема, средства по уходу за волосами и духи. Типа вот какие мы молодцы. Сделали и тем, что мы этой своей двухсторонней кампании охватили просто всех людей. Те, кто хотели заниматься спортом, мы их отправили всех заниматься спортом. Напродавали им красивых одежек и гантелей. Те, кто сказали, не, я жирный, мне и так нормально, мы молодец, что тебе и так нормально. Вон, красься помадой, надевай парик какой-то себе фиолетовый, ногти наращивай, машься духами, кремом, дав, мыло, вибраторы, все, что хочешь, ты королева. И такие... Типа, и все. И вот это вроде как подводим итоги. Что вот этому сейчас приходит конец цикла. Что все всего купили, у всех все хорошо, все молодцы, и мы начинаем видеть спад в продажах. Поэтому сейчас мы вам покажем следующий этап. Типа, куда мы идем отсюда? Как будет выглядеть наше с вами ближайшее будущее? Так как наша предыдущая компания называется, типа marketing campaign, изменила людей, как люди думают, как люди мыслят, нам пришлось, во-первых, провести заново ресерч, как теперь вот эти новые люди думают. Мы играемся с психикой людей, нужно с ними заново познакомиться. Мы поняли, что у всех все классно, всем понравилась очень тема wellness, что у всех все хорошо. Ты счастливый, довольный, витаминов напился, помедитировал, у тебя все классно. Но, говорит, у людей теперь стало слишком все хорошо. Им ничего больше не надо. Вот мы это видим, потому что продажи только-только начали падать. Но мы видим, что вот сейчас будет сдвиг в ту сторону. Давайте до этого не доводить. Вот что мы предлагаем. У человека, у которого все хорошо, самый главный его драйвер будет – это его страхи. И она это все, на слайдах показывает. У нее слайды. Вот смотрите, какие самые главные страхи есть у человека, у которого все хорошо. Страх за собственную жизнь, за собственное здоровье и страх за жизнь и здоровье близких и родных. И именно этот такой примальный, инстинктивный страх будет двигать людьми в нашей с вами следующей маркетинговой кампании. Я уже сидела, но я присела. Она продолжала. У нее было больше слайдов про страх выживания, про страх чего-то, что намного больше тебя, страх чего-то, на что ты не можешь влиять, таких как войны, таких как глобальные катастрофы, землетрясения, торнадо. И в страхе перед чем-то, что намного больше тебя, человек сделает абсолютно все. Говорит, мы нашли золотую жилу. Я вам честно скажу, на этом моменте я встала и вышла, и пошла плакать в туалет. Я думала, она нам расскажет, какого цвета делать кнопочки на мобильных приложениях, чтобы люди больше покупали, а не то, что у людей все стало сейчас хорошо, давайте их запугаем, чтобы не покупали больше, а то они начали покупать чуть-чуть меньше. И, блядь. А все, сука, сидят, записывают, все с блокнотиками. Это есть же такая девочка-припевочка. Я пришла просто погреться внутрь, пока мне обратно бежать на курилочку, там искать клиентов. Записывают, кивают с абсолютно серьезными ебалами. Ну, да, так и надо. Ой, да, хорошо, классно.
Главная тетя пришла, сказала, что мы делаем так. Я обзвонила всех. Я обзвонила, сука, всех. Я говорю, всем. Кого знала, кого не знала. Ребята, сейчас в мире будет какой-то пиздец. Говорю, я не знаю какой. Но сейчас 300 миллионов человек останутся без работы, и нас начнут всех запугивать. Я говорю, я не знаю, что там, война какая-то, землетрясение везде, цунами будет. Я ебу, что? Давайте сейчас, никто ни в какие отпуска не едет, все, пожалуйста, экономьте денежку, и, держитесь, кто что успеваете, купить, делайте что-то. Конечно же, мне все сказали, что я ёбнутая. Я понимаю, что звучало это, так и звучало. Но я свой долг выполнила, я всех предупредила. Себе пошла купила, испугалась и пошла первым делом купила. Работает система, реально просто система работает, умные люди реально распознали фишку, которая работает классно. Я купила себе рюкзак, называется getaway bag, такой, что достает в мире пиздец. У меня там был фонарик, у меня там был блок питания, сухой паёк, там чуть ли не тушенка. Я реально собрала себе такую сумку, которая неделю меня бы продержала. У меня там была запасная одежда, у меня там были водонепроницаемые всякие эти капюшоны и плащи, еда, какие-то петарды, Я старалась не сильно тратить много денег, но я понимала, что мне эта сумка сейчас нужна. И купила в пластиковый пакет, у меня там лежали копии всех моих документов, что если сейчас какая-то жопа начнется и нужно куда-то бежать, то я бегу, у меня уже вещи собраны. Начинают выходить новости. Видео из Китая. Помните, какие первые эти видео были? Люди падают на улицах, начинают помирать там же. Эти ходят в каких-то там химических костюмах, этих белых скафандрах, сарафанах. У всех начинается паника. А я сижу, я такая, а я вам говорила. Насколько же больно было видеть истерику всех. Я потеряла 2 очень близких подруг во время пандемии. Не от вируса они померли. У них просто... Они не выдержали стресса, и мы с ними перестали общаться. Потому что я была абсолютно собранная, я прекрасно понимала, что происходит. Я всем говорила, держись спокойно, никто там не умирает, все нормально, сиди, ничего не это. А у людей же, крышу действительно посносило. Страшное происшествие. Я всю пандемию сидела на охуенной работе, вышла на новый проект, я была готова, я понимала, что будет жопа, нужно ебашить. Я с 5 утра до 12 ночи каждый день с удовольствием ебашила. У меня пошла карьера вверх. Я даже немножко заработала на сток-маркете. Я пока сидела, думала, что с этой всей информацией делать. Еще пандемию не объявили, я понимала, что будет сейчас что-то. Сумку на всякий случай собрала. А денег я, у меня особенно и не было денег, но я их особенно и не тратила. Такая, если что, по-моему, макияж я себе еще какой-то сняла. Тоже в эту сумку, что там, если что. Если сейчас придется менять на сигареты, еду на сигареты. Вспомнила фильм, помните Big Short, там, где, очень умный чувак, когда был кризис 2008 года, что он там что-то зашортил. Я такая, я тогда не разбиралась сильно в сток-маркете. Пошла всех обзвонила, узнала, что там был какой-то индекс, когда, индекс волатильности, что, когда рынки слишком волатильные, там все падает, эти индексы растут. Их там было всего 2-3. Я выбрала какой-то классный, положила $100, с перепугу, я такая первый раз, положила $100, пандемию объявили, у меня получилось 950. Я, конечно, такая, а если бы я 1000, а если бы я 1 000 000, нужно было брать кредит в банке. Потом такая, все, вообще, зарабатывать на этом деле стыдно. Я деньги, конечно, взяла, но насколько же стыдно и низко, и подло. Не просто зарабатывать на этом, а создавать искусственно ситуацию, в которой вы все сидите и зарабатываете. Абсолютно, четкое распределение. Люди, которые это делают, и люди, на которых это влияет негативно. Я не одна такая сидела, что, у меня было все хорошо на работе. Нас много сидело на попе ровно, абсолютно спокойно. Я это никогда ни с кем не обсуждала, благо уже прошло достаточно много времени, об этом уже можно говорить.
Ну а когда началось все эти ужасы с вакцинами, когда людей начали увольнять за какие-то вакцины, я не знаю, как в остальных странах, в Америке, но вы знаете, это страховки и все медицинские штуки, это огромнейшие деньги, это огромнейшие контракты. И сколько 300 миллионов человек под шумок потеряли работы. Не, конечно, там не все из-за того, что там не получили вакцину, но под шумок просто. Вы слышали новости о том, что 300 миллионов человек потеряли работу, программистов сидят без работы? Нет? Я не слышала. Почему? Мы заняты были, мы думали, что мы сейчас все помрем. Вот такая, история. С одной стороны, я очень рада, что она произошла, потому что я в пандемии, действительно, у меня все было хорошо. Я не знаю, пережила бы ли я это ментально, эмоционально. Рассказывайте, где вы были во время пандемии. С другой стороны, Нинка, что ты не хочешь обратно в продажи, в большие компании работать? Блять, вот почему. Там такая хуйня происходит. Это же самое настоящее продать душу дьяволу за деньги. Но я не знаю, что еще более настоящего, чем это. Рианна, может, разве что. За известность еще. Это жопная жопа. Я не знаю, как таких людей носит земля. Я не знаю, как им спится по ночам, но подозреваю, что спят они очень прекрасно на кровати из денег. Вот такая история. А Марину Могилка я ненавижу. Почему я терпеть не могу Марину Могилка? Во-первых, я завидую. Во-вторых, она выпускает видео, у нее просто кликбейт, и она пиздит в том, в чем она не разбирается. Буквально пару дней назад видела видео, у нее обложка. Как сделать так, чтобы AI не отобрал твою работу? Китя моя сладкая, ты это видео в 2003 году записала и только сегодня выпустила 20 лет спустя. Что ты несешь? Кто? Это уже все давным-давно произошло. То, что у тебя муж программист, то ты так и говори. Мне кажется, она случайно попалась в воронку Ютуба, когда клики означают, что все с тобой согласны, и она теперь немножко не слышит, что она несет. В плане, совсем такие большие советы раздавать, пугать людей, действительно, что у тебя сейчас и завтра отберет работу. Китика, это уже было, это уже случилось давным-давно. Все. Все, я пойду.